Меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Я сейчас готовлю мастер-класс вот на такие детские носочки. Но в первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто заходит на мой канал, смотрит мои видео. И очень надеюсь на то, что эта информация для вас полезная. Отдельно благодарна за подписку, за ваши пальчики вверх. Я стараюсь всегда донести информацию, чтобы она была более понятная. И особенно приятно, что мой способ запоминания горизонтального шва петля в петлю вам тоже стал понятен. Если кто-то с этим еще не знаком или думает, что это очень тяжело, посмотрите видео, и я надеюсь, что вы тоже осилите этот способ. Вот про этот способ, который я показывала в этом видео. Шов петля в петлю в лицевой глади выполняется вот таким образом. Контрастная ниточка для того, чтобы показать, как он выглядит на самом деле. Так. Сегодня я представляю мастер-класс по вязанию таких вот детских носочков на размер 2-2,5 года. Особенность этих носочков заключается в том, что они связаны пяткой бумеранг без клиноподъема и ленточный мысок. Вот они так смотрятся поближе. Вот у нас ленточный мысок. Если смотреть вот таким образом, он выглядит так. И пяточка выглядит вот таким образом. Так, размеры этого носка. Длина стопы вся в сантиметрах 14. От мыска, от начала мыска до пятки получается 10,5 сантиметров. Обхват стопы у нас будет 7,5. Ну и, соответственно, манжет у нас должен быть 7,5 сантиметров. Размер носка 12-14, размер обуви 20-21. Манжет у нас, смотрите, размер, длина 6 сантиметров. И дальше у нас шла лицевая гладь где-то 2,5 сантиметра. Что касается пряжи. Пряжа у нас молочный хлопок. Вот. Секционного такого окрашивания. Она очень мягкая, нежная, гипоаллергенная, специально для деток. 50 грамм 105 метров. Можно стирать в машине при 30 градусах. Плотность вязания у меня примерно в 1 сантиметре 2,3 петли. Спицы номер 4. Расход. Итак, я набрала уже 34 плюс 1 петлю для замыкания в круг эластичным способом. Если вы не знаете, как им набирать, вы можете перейти по ссылке в описании, там можете все посмотреть. Или можете любым своим способом набрать петельки. Сейчас мы замыкаем в круг. Как замкнуть петли на вот такой длинной леске, вы также можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, как это делается. Обратите внимание, что петельки должны быть все правильно расположены. Так, ни в коем случае, чтобы они не были перевернуты. Иначе вы потом будете все равно все распускать. И замыкаем петли в круг. Снимаем петельку с левой спицы на правую. А с правой спицы набрасываем вот эту петельку, последнюю, на первую. И вот таким образом мы замыкаем. Сбрасываем ее и подтягиваем обязательно. И у нас уже будет ровное соединение. Вот такое. Одеваем маркер и дальше вяжем резиночку 1 на 1. Она у нас будет скрещенная. Одеваем маркер. Первая петелька у нас скрещенная лицевая. Мы вяжем ее за заднюю стенку. Вот за ту. Вот таким образом. Вторая петля у нас будет изнаночной. Мы ее будем вязать изнаночной скрещенной. И опять же за заднюю стенку. Вот за ту. Это более, скажем, неудобно, но я специально взяла резиночку 1 на 1 скрещенными петлями для того, чтобы
немножко стянуть вот это вот полотно. Смотрите, как оно у нас смотрится в этом носочке. Вот эти вот рядочки, у нас их будет 4 всего. Это скрещенными петлями, лицевыми и изнаночными. То есть одинаково получается и с левой стороны, с лицевой стороны, и с изнаночной. Получается, что такая резиночка стягивает. Видите? Получается немножко, ну, такое более манжет будет стягивать полотно. Смотрите, еще раз идет лицевая. Так, лицевая за заднюю стеночку. Изнаночную вот так вот мы берем, протягиваем сюда. Опять лицевая. Опять изнаночная. И так мы провязываем до конца этого ряда. Вот я уже провязала один ряд с скрещенными петлями. У нас скрещены, еще раз повторяю, и лицевые, и изнаночные. Они более мелкие становятся. Смотрите, в сравнении с обычной резиночкой. Так, вот у нас начало тоже носка провязаны скрещенными петлями. И эта резиночка более мелкая. Так, после того, как я провязала один ряд, мы еще будем вязать 3 ряда таким же самым способом. И затем перейдем на резиночку 1-1. Так, то есть тоже получится вот там, где у нас была лицевая, она сохраняется, будет идти лицевой. Там, где была изнаночная, будет идти изнаночная. И таких рядов у нас будет 15. Так, вот так вот, если посчитать вот эти рядочки, их можно посчитать. Каким способом? Смотрите, вот у нас идет вот этот первый ряд, который уже не скрещенными, да, он сразу выделяется. Вот первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 12, 14, 15. Вот у нас последний ряд, который заканчивает нашу резиночку. И если в сантиметрах, то у нас получается где-то, вот если приложить, 5,5 около этого. Так, 5,5 у нас будет эта резиночка. Итак, 9 рядов лицевой глади я уже провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И там 9 ряд. Так, и сейчас мы с вами будем провязывать пятку. Так, но сначала я спицы поменяю, потому что я для того, чтобы было более удобно вязать, у меня левая спица на полуразмера меньше. Это 3,5, а это 4. Так, поскольку мы сейчас будем вязать пятку бумеранг прямыми поворотными рядами, значит, мне нужно спицу вот эту вот поменять. Начало вязания у нас вот здесь. Так, пяточку мы вяжем на первой и 4 спице. Поскольку у нас половина петель составляет 17, а всего 34 петли, так, значит, мы берем с одной спицы, допустим, 9, а с другой 8. Так, довязали мы до конца вот этот вот ряд. Так, ниточка у нас здесь вот. И сейчас мы будем формировать пятку. Так, каким образом? Смотрите, вот у нас сама пяточка. Так, у нас идут убавочки. Получается вот такой вот прямо клин. Так, значит, мы будем каким образом поступать? Мы сначала будем убавки вот делать таким образом, а затем будем набирать по одной петельке, прибавлять. То есть, если говорить о строении, скажем, этой пяточки, то она состоит из 2 частей. Сначала мы убавляем, а затем прибавляем петельки. То есть, если посмотреть на эту пяточку, вот она выглядит таким образом, так. Но эта пятка, скажем, без клина подъема подходит именно для детских носочков. То есть только пяточка и все. И мы дальше будем вязать подошву. Так, приступаем к работе. Суть этой пятки заключается в том, она вывязывается обычным, я имею в виду, у нас будет пятка бумеранг обычным способом, самым простым. Убавки мы будем делать в конце каждого ряда. Так, убавки вот здесь вот будем делать. За передние стенки. И у нас убавочка будет вправо. За 2 лицевые петли,
за передние стеночки и убавка вправо. В конце каждого ряда. Вот мы идем сейчас в лицевой. Так. Ну, мы сейчас вообще в изнаночном, смотрите. Мы провязали лицевой, да? Сейчас у нас изнаночный. И мы дальше будем вязать до последних 2 петель. Мы довязали до последних 2 петель, и мы будем провязывать лицевой. Лицевой всегда и в изнаночном ряду, и на лицевой стороне. И провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Лицевой. Вот смотрите, у нас идет убавочка вправо. То есть мы будем всегда провязывать убавкой вправо. Переворачиваем сейчас работу. Мы уже на лицевой стороне. Первую кромочную мы будем снимать. Так, ну смотрите, снимаем таким образом, чтобы она у нас была такая вот, ну, формировалась вот эта вот косичка. Так, смотрите, мы один ряд провязали, у нас получается, вот у нас уже одна косичка есть. Мы отсюда будем потом добирать петли. Вот именно с 2 этих косичек. Не отсюда, а именно вот та, которая у нас двойная. И поскольку у нас лицевой ряд, мы провязываем лицевые, кромочную снимаем. Также до 2 последних петель мы не доходим, а будем их провязывать за 2 передние стенки лицевой. Так, вот я, смотрите, хочу показать. У нас вот ниточка была оборвана, поэтому, как обычно, я присоединяю нитку. Смотрите. Так. Берем вот таким образом. Так. Узла никакого не делаю, потому что мне, ну, как-то все видно. Немножко больше оставляю вот такой вот длины. И начинаю тихонько провязывать вот эти соединения. Так, желательно их, конечно, делать на краю изделия. Так, вот мы довязали до 2 последних петель. Мы их провязываем за 2 передние стенки лицевой. И у нас вот такая вот получается петля двойная. То есть мы убавили. Смотрите, мы уже провязали, с одной стороны убавили и с другой стороны. У нас на спицах было 17 петель, а всего у нас 34. Так, и смотрите, вот дальше у нас выехала эта ниточка. Так, еще раз показываю. Так вот я делаю. Ну, конечно, это надо придержать, поэтому немножко можно подлиннее, чтобы потом следующий ряд провязать эту нить. Так, я вам покажу больше такое соединение. Вот у меня соединение этих нитей, да. Так, намотали на палец. И ниточку, конечно, нужно будет спрятать. У меня получилось так, что она будет начинаться, ну, с кромочной я не буду здесь добавлять эту ниточку, а можно вот со второй. Так. Ну, оно немножко будет толстовато, потому что нить толстая, но если тонкая ниточка, то это просто идеальное соединение. И смотрите, вот таким образом несколько петель провязать. Вот этот второй кончик мы тоже сюда запрячем вовнутрь. Ну, а потом заправим, когда уже будет готовое изделие. И таким образом сейчас у нас идет изнаночный ряд. Мы также убавляем петли в конце ряда за 2 петельки вместе лицевой. Вот у нас они остались, и мы тоже провязываем за 2. Вот смотрите, вот таким образом, несмотря на то, что у нас изнаночный ряд, но мы провязываем лицевой за 2 стеночки. Вот так. И таким образом мы будем убавлять до тех пор, пока у нас не останется по центру 5 петель. То есть, смотрите, вот у нас в тетради я уже записала. У нас получается, вот мы поделили пяточку на 17 петель было. Мы поделили на 3 части, как обычно, как любая прямая классическая пятка. Так, и особенность вот этой пятки заключается в том, что идут убавочки. Так, сначала убавки.
Что касается вот этих вот центральных петель, они у нас всегда будут оставаться. То есть мы должны довязать до тех пор, пока по центру у нас не останется 5 петель. И тогда делаем убавки. Вот я довязала до этого кончика, поэтому желательно, конечно, его подтянуть, чтобы он не был такая петля расхлябанная. Следующее тоже, видите, и немножко подтянуть вот эти ниточки, которые у нас уже свисают. Так, то есть у меня 4, получается, петельки вот провязаны двойные. Но если посмотреть внимательно, то практически они незаметны, тем более в секционной пряже. Ну, такой способ мне очень нравится, когда нить тонкая. Так, у нас получается, тут должна быть убавка, то есть хоть и двойная получается ниточка, это все одна петля получилась, соединение. Мы провязываем лицевой и вот таким образом, и немножко подтягиваем. Вот у нас формируются вот эти косички, за которые мы потом будем уже добирать петли. Это у нас еще ряд. Вот у нас идет двойная и следующая двойная. То есть мы сделали убавки, уже по 2 убавки с каждой стороны. Было 17 петель, значит, по 2 убавки минус 4, 17 минус 4, 13 петель должно остаться. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Так, мы все проверили, у нас все совпадает, поэтому идем дальше. И таким же самым образом убавляем в каждом ряду последние 2 петельки за передние стенки с наклоном вправо, пока не останется 5 петель центральных. Так, осталось по центру у нас 5 петель, и мы провязываем еще один ряд. В детских носках достаточно одного ряда. Провязываем изнаночным. Он у нас изнаночный. Первую петельку снимаем. И дальше по рисунку идут лицевые петли. Последнюю мы тоже снимаем, провязываем. Так. И сейчас мы начинаем формировать уже прибавки. Так, то есть, если посмотреть на схему, так, на схему, вот, которую я записала в тетрадочке. Так, расположу, чтобы было видно все. Немножко опущу, наверное, подниму камеру. Так. И смотрите, вот у нас получается. По схеме, вот она схема у нас, да. Эта схема, то есть мы сейчас вот провязали вот эту часть. Это у нас были убавки. Так, у нас было, ну здесь у меня 16 петель, просто написано для примера. Так, у нас было 17, вот 17 петель, так. Так, 17 было петель, поэтому... Так, да, 34 петли плюс 1 для замыкания в круг. Значит, здесь у нас было 17 петель. Мы их провязали с убавками. По центру у нас осталось 5 петель. Вот последняя прибавка. Вот таким образом. И подтягивайте ее. Так, вот у нас остается с этой стороны последняя прибавка. Прибавляем. И смотрите, мы считаем петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Вот здесь 17 петель. Все, мы их добрали полностью. И сверху у нас 17 петель полностью добрали. То есть, если посмотреть на рисунок, получается, мы уже здесь вот с вами полностью эти прибавочки 6 мы сделали с одной и с другой стороны. Так, то есть у нас получается одинаковое количество петель и с нижней части, и верхней. Дальше очень просто. Если у нас пятка бумеранг без клина подъема, значит мы не вывязываем никакого клина. Просто сейчас дальше идем по кругу. Вот мы здесь закончили в лицевом ряду. Так, мы идем дальше по кругу и провязываем лицевыми рядами. Провязываем лицевыми рядами 22 ряда.
В комментариях меня просили показать, как соединить подошву с верхней частью носка, чтобы не было здесь вот дырочки. Для этого можно сделать следующим образом. Очень просто. Вот видите, вот эту вот стеночку предыдущей петли мы просто накидываем на спицу, на левую, и затем провязываем, как будто бы это 2 петельки за передние стеночки. И смотрите, вот у нас получилась вот эта вот лицевая петля. Видите? И дальше мы будем вязать по кругу. И у нас получается вот такое соединение. Вот эта петля, с которой мы соединили вместе. Так, стеночку от предыдущей петельки добавили к следующей петельке. И у нас получилось такое соединение. Когда мы будем провязывать в следующий раз, у нас здесь будет все аккуратно. Сейчас где? Мы сейчас с вами вот здесь. И до начала мыска мы с вами будем провязывать 22 ряда. Так. После этого будет формироваться мысок. Мысок ленточный. Так. Я не буду в этом мастер-классе показывать, как вывязывается мысок ленточный. У меня есть отдельное видео на канале. Перейдете по ссылке в описании, там посмотрите. Вывязывается очень просто. Так. Ленточный называется. Вот. И после этого я закрыла, смотрите, иглой. То есть петля, шов называется петля в петлю. Как он делается, как он выполняется, вы можете также посмотреть отдельное видео на канале, которое так и называется шов петля в петлю. Вот видите, петельки полностью развернулись и очень красиво смотрится в изделии. Дальше уже довяжете самостоятельно, я думаю, будет совсем несложно. На этом мастер-класс заканчивается. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!